Английский словарь, изданный в XIX веке, давал такое определение для эклеров. Эклер – это длинный по форме пирог, но непродолжительный по существованию. Какое справедливое замечание! И это настоящая беда. Эклеры практически невозможно приготовить, потому что они сразу же съедаются и без остатка, со скоростью света. Может быть, поэтому в переводе с французского эклеры означают «вспышка молнии». Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Невероятно вкусные эклеры с заварным ванильным кремом, покрытые шоколадом. Что может быть лучше? Пожалуй, это самое замечательное, что могли придумать французы. Первым делом в миску просеиваем муку. Отставляем пока муку в сторону, а в небольшую кастрюльку или сотейник я наливаю в равных пропорциях воду и молоко. Добавляю немножко сахара и соли. Кладу масло. Кастрюльку ставим на плиту и на средней скорости постоянно помешиваем, ждем, когда масло расплавится. Доводим смесь до кипения и убираем с конфорки. Насыпаем в смесь муку. И все размешиваем кулинарной лопаткой. Кастрюльку с тестом переставляем на разогретую конфорку и размешиваем еще несколько секунд до тех пор, пока тесто не будет спокойно отходить от стенок. Полученное заварное тесто я перекладываю в миску и даю ему немного остыть. А сам в это время возьму яйца комнатной температуры, разобью их и слегка взобью. Перемешиваем яйца обязательно вилкой, чтобы они не взбивались. И потом постепенно, понемножку добавляем в тесто. И все размешиваем. Тесто, в которое мы вливаем яичную смесь, должно быть теплым, но не горячим, потому что иначе яйца могут завариться. Полученное тесто должно быть очень однородное и гладкое, слегка блестящее, и след должен на нем оставаться. Я беру кулинарный мешок с французской открытой звездой диаметром приблизительно 1,5 сантиметра. Если у вас нет кулинарного мешка, то не беспокойтесь и не печальтесь. Можете взять обычный целлофановый пакет и отрезать у него кончик. Так вот, этот мешок в конце я защипляю вот такой прищепкой. Вы, кстати говоря, можете использовать обычную прищепку для белья. И наполняю его тестом. Чтобы не было в тесте возможных пузырьков от воздуха, мы кладем кулинарный пакет на стол, разравниваем тесто и перемещаем его к краю пакета. Я беру лист пекарской бумаги, кладу его на противень и слегка подклеиваю его тестом.
Классические французские эклеры должны быть длиной приблизительно 14 сантиметров. И поэтому, чтобы сделать их ровно, я взял форму, ну или мог взять линейку и карандаш и слегка нарисую контуры. Обмакиваю форму в муку и прислоняю к кулинарной бумаге. Остается след. Начинаем отсаживать эклеры. Влажной ложкой выравниваем эклеры. Зубочисткой с тестом заполняем возможные полости в эклерах. А сверху присыпаем эклеры сахарной пудрой. Убираем эклеры в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Через 20 минут температуру понижаем до 160 градусов и допекаем еще 15 минут. По прошествии 35 минут я немного приоткрыл дверцу и подержал эклеры 5 минут с приоткрытой дверью. А теперь я их достаю. Дадим эклерам немножко остыть. С обратной стороны эклеров мы проделываем по 3 дырочки. И оставляем их остывать дальше. С эклерами мы разобрались, а теперь мы приготовим для эклеров заварной крем. Для этого кастрюлю с молоком я поставил греться на плиту, добавлю туда сливки, а к 4 яичным желткам я добавлю 1 ложку эссенции ванили и сахар. Все забью венчиком. Насыпаю кукурузный крахмал и продолжаю перемешивать. В яичную смесь 3 порциями наливаю подогретое молоко. И сразу размешиваю. Полученную смесь я переливаю в кастрюлю, а кастрюлю ставлю на плиту на медленный огонь и, постоянно помешивая, жду, когда моя смесь закипит. Как только смесь начинает закипать, я убираю кастрюлю с плиты, продолжая размешивать крем. Готовый крем я перекладываю в миску. И накрываю пленкой в контакт и оставляю на некоторое время, чтобы он полностью остыл. А теперь наполняем эклеры заварным кремом. Для этого я использую кондитерский мешок с насадкой. Если у вас такого мешка нету, то вы можете просто разрезать ножом их пополам и аккуратно чайной ложкой положить крем, а потом накрыть крышкой. Итак, наполняем эклеры.
А теперь я делаю шоколадное покрытие, шоколадный ганаш для наших эклеров. Для этого на плите в кастрюле у меня налито 100 мл сливок, и я довожу их до кипения. Сливки закипели, и я их переливаю в миску с шоколадом. И все размешиваю венчиком. Шоколад и сливки размешали. Теперь этой шоколадной глазурью покрываем эклеры. Вот такие вкусные, с ароматным ванильным кремом эклеры получились у нас. Ну, а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился этот наш рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!